решили показать, что Что нас вкушает. Ну вообще, вот хорошее слово. Раньше не стояли. Потом 1-2 первый проход стали, потом все уже по 10-15 машин тут уже паркуются. Может, к нам уже подъедут под окна. Типа, такие все, бля, самые умные. А что? Ну, у меня нет денег платить за паркинг. Что мне делать? Машину продать, купить велик. Для великов парковок много. Мне очень часто, даже, знаете, стал сниться Минск. Очень часто Немига вспоминается. Хотя, когда я жила в Беларуси, я была уверена, я чувствовала это, что, ну, я не хочу жить в Беларуси. И рано или поздно мы с Сашкой уедем. У нас потрясающий коллектив. Я считаю, что мне очень повезло. А мне в ТикТоке не поверили. Кому нужны такие ассистенты, которые сами ставят себе графики. Утренний Чупин выгул и решили показать, что нас вкушает. Ну вообще, вот хорошее слово. Очень вообще. Есть еще другое, но подпердоливает еще. Короче, ну вот дом. Новый, один из новых домов. Ну понятно, тут парковка. Окей, еще можно понять. Но здесь-то с какого бока стала парковка? Бывает по 14 машин стоит. Ну, вот там прямо сейчас кто-то паркуется или разворачивается, не знаю. Но вот тут машины вот просто в ряд стоят под окнами. Меня это реально окружает. Но это не норм. Понятно, что тут... Окей, не, есть паркинг. Не хотите платить там 200-300 злотых? Ищите место где-то там в нескольких минутах от дома. Это, блин, ненормально так парковаться. Это сильно в наглую. Сначала, я помню, тут раньше не стояли. Потом 1-2 первый проход стали, потом все уже по 10-15 машин тут уже паркуются. Офигенно. Да это вообще не офигенно. Типа, нельзя нормально. Ну тут нельзя. Выгулять, пока не начнут штрафовать. Охранникам пофиг. Почему всем нет пофиг. тут шлагбаума? Ну вообще должен быть. Потому что там на других едут. Ну... Я еще думала, может это машины типа строителей. Не. Но вряд ли у них, наверное, есть со своей там стороны. Ой, едет. Мы стоим на его месте. Единственное свободное место, мы стоим. У мужика все нормально, он там развернулся. Не, если развернулся, ну окей, еще развернуться можно и вот тут. Место, он развернется и поедет. Не, ну вот машин сколько, ну куда глядится. Посмотрите, сколько машин. Начиналось все с того, что была только одна машина. Да, сначала один умник заехал, а потом все остальное, чем я хуже. Да. Вот так вот правила соблюдаются. Я не удивлюсь, если скоро будет. Да уже, может, к нам уже подъедут под окна. Ну, уже сейчас на проходе. Ну, реально, вот, ну, тут... Я согласна, что в Польше мало... Вообще в Европе это большая... Чупи сюда. Это большая проблема, парковочные места. Но это правда. Но есть всегда, можно найти. Есть альтернативы. Если ты купил машину, то тебе нужно искать парковочное место, как это делают все. И ты платишь либо за это парковочное место, либо ты ищешь бесплатно. И где-нибудь на районе просто ее останавливаешь. А не все под балконом, ребят. Ну, мы тоже об этом думали. И, ну, как бы, если мы переедем с этого жилья, то покупать парковочное место на пару месяцев, ну, никто нам не даст, скорее всего, да и нет смысла. И уж, ну, где-нибудь в 5 минутах будем, значит, парковаться. Ну. А наша машина уже как бы в процессе, мы уже ее ждем. Мы еще даже ничего не сказали, но загадками говорим. Ну, да, мы просто... А что сказать? Нет ее. Когда будет, все расскажем. Это, как вы мой вид, с Чупи гуляем, в додик. Не, ну, нормально. Бывало и хуже. На самом деле, так и нужно гулять собак, выгуливать собак. Вот Чупи на меня прыгнула, да, например. Просто у нас здесь очень много собак, и собаки постоянно приветствуют друг друга. Нельзя, вот как другие собаки, они очень не прыгают на хозяина. Наш Чупи приветствует всегда людей таким образом, что он просто прыгает на коленки вот так. Я в целом не понимаю людей, которые ходят выгуливать собак там в каких-то от кутюр нарядах. А есть такие. Конечно, есть. Смотрите, вот все. Там в каких-нибудь белых штанишках, пальто светлом. Кстати, у нас реально есть такая. Чупик, Чупик, покажи, как надо встречать людей. Ну, и все, и забудут быстро. Всегда, он очень дружелюбный. Он как встречает собак, так и встречает людей. Ну, а, кстати, покажу вам сейчас фокус-покус. Высокий бордюрчик, но... Не-не-не-не. Блин, так, это не фокус-покус. Вниз. Быстро вниз. Вниз. Давай, вниз. Давай, прыжок. Прыжок. Нет, хитрюга, а? Эй, Чупи, ко мне. Давай, прыжок. Ты умеешь, давай. Давай, прыжок. Супер. Браво, молодец. Сидунчик. Сидунчик.
Сидеть. Чупи. Сидеть, молодец. Лежать. 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 Ждать. Видите, я положила рядом. Ждать. Ждать. Лежать, ждать. Можно? Молодец, хорошая собака. Да. Только этот цвет был плохой. А так, ну, вы же увидели, а так он молодец. Классно, О, тут стоят тоже, кстати. А тут вообще... Вот... Это же там стоят. Блин, они уже везде... Не, надо объехать по кругу и встать уже под балконом у нас. Это последнее, что Но мне осталось. кажется, это уже... Вот это тоже плевок в нашу прогулочную душу. Не, ну как так? Да это ненормально. Типа, Такие люди все, гуляют бля, с самые детьми, с умные. собаками, да. Так они, получается, думают, что они реально самые. Ну, пока всех не штрафанут, нормально. А у нас уже был, кстати, прецедент, когда одного штрафанули, и он в группе сказал, что ну у меня нет денег платить за паркинг, что мне делать? Это не Машину наша продать, проблема, купить ну. велик. Для великов парковок много бесплатно. бесплатных выдумок. Ну, Вот, кстати, одна из. да. Ну, тут их куча в каждом подъезде. Да. Такая Вообще так солнечно. тема. Тема, конечно, вообще вкушает. Я, кстати, на работе, когда ты сказала, ну, уже давно, что меня не вкушает, а вкурвяет, ну, типа, а это, знаете, мат. И мне такие подошли потом, ну, там, одна... Читали. Нет, одна дедврач, мы с ней очень хорошо так дружим, общаемся, и она говорит, это, конечно, было очень смешно, но я тебе так на будущее хочу сказать, что слово «вкурвять», оно уже такое матное, более к мату, и, говорит, для такой симпатичной ассистентки не стоит такое говорить, типа, при людях. Ну. А я это говорила прямо во время пациента. Я историю рассказывала, которая меня так бывает. Ну, я хотела сказать, бывает, и сказала «вкурвять». Ну, тут... О, собака. Посмотрите, что происходит. Вот это, кстати, собака очень такая агрессивная. Ну, все, и причем Чупи агрессор. Ну, Чупи Ну, он ждет, он играться хочет с этой собакой. ну да, он пугает иногда таких больших собак. Ну, Просто своей активностью. Он очень такой активный, прыгает. Типа прыгает, давай играться, давай веселиться, давай нюхаться. Ну, это не собаки агрессивные. Некоторые, ну вообще очень мало агрессивных. Просто вот эта собака, она большая, она как овчарка. Наверное, я думаю, что она так дрессирована может. А что ты такое дрессировку вы видели? Ждать вкусняшку лежать. И все дрессировка. Уже облизывается на слово. Да. Эй! Рефлекс. Эй, Погода хорошая. так, а больше, Кстати. Вот она, ребята, жесткая реальность человека, который отказался от сахара. На сегодняшний день я не ем сахар, хочу законспектировать это, чтобы мама с папой, когда смотрели, нагордились. В общем-то, я не ем на сегодняшний день сахар уже 3 недели, это почти месяц. Но это неправда, как бы, потому что я ела сахар на день рождения, выпила колу. И после дня рождения доедала вкусняшки. Ну, там вот их было чуть-чуть. Но все-таки я нагрешила, поэтому считаю, что вот эти 2 дня, ну, как бы по факту. Надо признаваться себе, правде в глаза смотреть, признаваться себе то, что да, я съела сахар. И вот в этом приложении, которое я обозначаю дни, сколько я без сахара, я так и написала. Не удалось. Вот она, жесткая реальность. Прихожу в магазин. Почему жесткая реальность? У меня тут написано кефир. Прихожу в магазин после работы, очень голодная. И думаю, что вот мне купить, поесть, потому что мне идти 30 минут, и как бы просто, чтобы, знаете, что-нибудь схомячить, не думать только о голоде. И захожу в магазин, такая смотрю, а ничего нет, видите, сахар. Типа, знаете, раньше я могла колу попить, энергетик выпить. Я это как бы и всегда делала, очень часто после работы. А сейчас такая смотрю, блин, йогурт уже не выпьешь. Там, понятно, там есть сахар. Типа, не знаю, булочку уже не сожрешь. Ну, в принципе, булочку редко ела. Ну, тоже, понятное дело, не сожрунькаешь, как говорится. Я даже не знаю, батончик какой-нибудь тоже не съешь. Я, в принципе, и не хочу батончик. Ну, конечно, я хочу. Его съела, да, и нельзя. Короче, остается только кефир. И вот тут я вспомнила, что в Беларуси был потрясающий кефир, который я просто обожала. Он был с зеленью и солеными огурцами. Боже, как... О, дождь пошел. Ну, спасибо, блин. У меня ни зонта, ничего нет. Как так?
Короче, вот тот кефир белорусский, он был очень вкусный. Блин, пошел дождь. Вы меня, конечно, простите, но я вас намочила, получается, под дождем. Но я все равно договорю, потому что забуду. Вот тот кефир белорусский, он был очень вкусный. Вот я почему-то, когда искала кефир, думаю, ладно, куплю кефир. И ищу в бедронке, думая, что тут такой же есть кефир с зеленью и огурчиком. Но его тут нет. Ну, я не знаю, я как-то раньше не обращала внимания, вот сейчас, потому что, ну, такая была надобность, я стала искать, и реально есть разные кефиры, но... В смысле, кефиры обычные, без вкусов, но разных фирм. Вот, и мне нравится вот этот. Хотя я другой, наверное, не пила. Ну, я просто вот этот первый взяла, и он вкусный. Я уже сколько на протяжении 3 недель, в принципе, почти каждый день после работы пью. Ну, часто. Вот. И тот белорусский кефир, можно снять. И тот белорусский кефир, он был потрясающий. А сейчас я просто приду. Как у меня сегодня раньше немножко закончилась работа, приду, сейчас у меня еще там остался батат, я сделаю, просто посолю, поперчу, в духовку закину батат, очень вкусная вот эта картошка. Кстати, вот, насколько я помню, то в Беларуси, ну, такие овощи были дороговаты, дороговато, дорого. Там, батат, я уже не знаю, какие сейчас цены, ребзи. Даже периодически не захожу онлайн. Уже как бы нет этого времени. Я еще раньше, когда тут вот только жили, то первый год я еще онлайн заходила, там посмотреть, что там. Ну, короче, какие цены. Короче, вы у меня намокнете. Сорки за это. Ребзя. Ну, капает все-таки дождь. А тут вот овощи, такие как батат, такая как брокколи свежая, именно брокколи. То есть это постоянно на скидке, то есть это недорого, постоянно на скидке черики, вкусные эти помидорчики. Я не знаю, как в Беларуси, но по моим воспоминаниям я точно помню, что зимой всякие черри стоили очень дорого. Зато я помню, что в Беларуси, вот когда мы уезжали, вот уже последний год, может, последние полгода, были на скидке креветки. Как сейчас помню, они были типа килограмм от 16 до 19 рублей. Такие отварные, но они были большие. Господи, какие они были вкусные. Мы с Сашей вообще забивали полностью резинку этими креветками, потому что это было очень дешево. И в ГИПах были. Вот, короче, ребята, я, наверное, знаете, иду и просто ностальгирую по Беларуси. На самом деле, я очень туда хочу. Особенно мне очень часто, даже, знаете, стал сниться Минск. Такое, как я гуляю там по улочкам, мне почему-то очень часто Немига вспоминается. Хотя, когда я жила в Беларуси, я всегда как бы хотела, я была уверена, я чувствовала это, что, ну, я не хочу жить в Беларуси, и рано или поздно мы с Сашкой уедем. Хотя даже еще когда с Сашкой мы не встречались, я почему-то вот, не видела себя в Беларуси. Ну, вот так жизнь как бы и сложилась. Возможно, мысли материальные, а возможно, просто так судьба сложилась. Ну, неизвестно. Но сейчас, конечно, когда я вот засыпаю, очень часто мне снится Беларусь. А еще сейчас в ролике очень часто в шортах или не знаю, в ТикТоках очень часто делают такие белорусы, кто скучает по Минску, делают такие классные ролики ностальгические. Ой, вообще, ребят, поболтала с вами немножко. Вот. Рассказала вам свои мысли. Вот тут всегда очень вкусно пахнет булочками. Вот видите, мы с Сашей, когда встречаемся, мы очень часто встречаемся вот здесь. Ну, то после работы он меня встречает. Или просто. И мы называем вот это здание бочки. Типа вот это вот похоже на бочки. И тут всегда очень вкусно пахнет. Я почему-то всегда думаю, что тут булочки. Ой, ну это какой-то завод. Ну вот пахнет такими, знаете, сдобными булочками. Вот какое вообще несправедливость идет, ёшки, виру, блин, дальше им, собственно говоря. А тут булочками на всю улицу пахнет. Вот. Спасибо, что выслушали мои мысли. Подписывайтесь. Ставьте лайки, точнее, подобайки. Вот. И дальше смотрим, что там будет. Видео. Наверняка это еще не конец кусочка. А нет, конечно же, не конец. Еще я хотела рассказать, что сегодня я работала где-то 5 часов, и из 5 часов к нам пришло очень мало пациентов. Не знаю почему. Ну, бывает такое, что вот не приходят пациенты. Это очень редко. Но вот сегодня как раз именно тот день.
И это невыносимо. Невыносимо, когда нет пациентов. Зато я, ребята, наснимала шортсов. Поэтому заходите, смотрите шорты. Это очень часто про мою работу. Просто мы попробовали как-то заснять с Сашкой. У нас появилась такая идея, мы стали снимать. Я уже думаю, многие уже заходили, смотрели шорты, потому что я видела комментарии тех зрителей, которые комментируют обычно влоги. Вот, заходите, смотрите. Я вообще в таком кайфе, мне так нравится снимать про мою работу. Некоторые врачи уже даже знают, что я снимаю вот эти вот шорты. Кто-то их называет рилсом, но в рилс я еще ничего не скинула. Как-то неохота, вот именно вот в Инстаграм мне неохота как-то заходить и снимать вообще ничего. Я даже сторис не то, что практически их не веду. Хотя, наверное, это плохо, но, если честно, просто нету на это времени, так как я еще параллельно работаю. Мы это еще все, конечно, монтируем, снимаем. Мне очень нравится снимать, монтировать вообще. Точно это то, что мне нравится делать. Однозначно. Но вот именно к Инстаграму у меня не лежит душа. Вообще в последнее время я туда даже очень мало захожу. Конечно же, есть люди, с которыми я слежу. И периодически я захожу, смотрю. Но вот даже и самой иногда, знаете, возникает мысль, что нужно было бы что-то в Инстаграм снимать. Да вообще туда нечего, если бас. Ну, а так... Ну, как-то вот так вот сложилось. Но, в принципе, зато мы сейчас ведем шорты. И шорты мне прям нравится, знаете, снимать работу. Некоторые даже врачи, с которыми я работаю, уже знают. И уже спрашивают, типа, как там просмотреть, что ты сегодня наснимала, что нет. Даже как-то мы находим общие темы. Ну, знаете, я просто рассказываю, как снимала, какой момент, там, потом показываем конечный результат. Ну, так, забавно. У нас вообще очень хороший коллектив. Очень хороший. Все врачи, с которыми я общаюсь, и с которыми я работаю, точнее, с которыми я работаю, я с ними общаюсь очень хорошо. У нас потрясающий коллектив. Я их обожаю. Я считаю, что мне очень повезло. Кстати, вот видела в ТикТоке, спрашивали, почему я работаю по умове злицения. Я сказала, что мне нравится... когда у меня такой плавающий график. То есть, на самом деле, так и получается, что я могу идти в отпуск, когда мне хочется, а мне часто хочется. То есть я могу работать. Я работаю уже не полный день. Я работаю, там, не знаю, от 4 до 8 часов я работаю. Бывает и больше, бывает и 12 я работаю. И это я сама хочу. То есть я подхожу к своему шефу и говорю, что... менеджер, скорее всего. И говорю, что вот на этой неделе я могу проработать столько-то, а мне в ТикТоке не поверили. Кто-то написал, что да не может такого быть. Кому нужны такие ассистенты, которые сами ставят себе графики. Я, честно, никогда не работала ни на каких других работах тут, в Польше. И получается, что я даже не знаю, как в других клиниках устанавливают графики. Но мне очень повезло. Мне повезло с нашей клиникой, с шефом и вообще со всем. Что понятно, что нет такого, что я говорю, что вот сегодня я буду работать 2 часа. Понятно, что у меня есть план на неделю. Но если мне, например, будет неудобно, или мне нужен выходной, или я не могу работать, вот, например, даже 6 часов, или я не могу работать по полудню, или вот такие вот, знаете, всякие моментики, то я подхожу, говорю, что у меня получается, что у меня не получается, и это берут на вооружение и ставят мне такой график, не только мне, а всем нам, ассистентам, и ставят такой график, какой мне будет удобнее. Ну и всем удобнее, потому что у нас есть девочки, которые работают по 8 часов, но они как бы должны работать по 8 часов, потому что это умова працы, и они обязаны проработать от звонка до звонка. А у нас, как бы, знаете, как с гуси вода. Вот. С вами, ладно, наболтала, куча всего. Поговорили с вами. Я всегда люблю с вами потрындеть, особенно после работы или перед работой. Я уже дома приготовила батат и просто... Я не знаю, вот кто не ел батат? Я думаю, все, конечно, ели. Но вот есть же люди, которые вот его не ели. И я вам очень советую. Он очень вкусный, он прям такой сладенький. Но при этом как бы даже не похож на картошку. Он выглядит как картошка. Но консистенция, мне кажется, немножко другая. Более какая-то твердая. Но при этом мягкая. Ну, не похож на картошку. И цветом, и вкусом. Но это очень вкусно. Я просто вот чуть-чуть посыпала сыром, всяких приправ бахнула, просто какие у меня есть.
любые, ну, перца не бахала, вот перец не хочу. В смысле, острый перец. Я бахнула только красный сладкий перчик. Ну, паприка, короче. И это очень вкусно. Ребзя. Готовится быстрее, чем обычная картошка. Я не знаю, минут 15, наверное, ушло. Сашка, сколько думаешь? 15 минут ушло? Ну, духовки на 200 градусов поставила. Все, буду сейчас ужинать. Очень вкусно. Дворовой привет. Привет. Мы соскучились по березкам. Но на самом деле, помните, мы кормили птицу у себя на балконе? Потом мы, они разжиревшие, оборзевшие, не стали даже есть. Когда мы повесили на улице. Посмотри, даже вот тут вот растет, ну, вот эта зелень. Короче, мы психанули. Короче, весна. И вынесли уже зимой, давным-давно. Ну да. И вынесли сюда, повесили. Ну. И смотрите, как, ну, как зацвело. Проросло. Проросло, да. И смотрите, со всех сторон. То есть оно вот тут вот выдернуло вот эту заднюю часть вот этой кормушки. Прикиньте. Я не знаю. Птицы вообще офигевшие, я хочу сказать. И где они вот жили, питались? Где они? Тут посмотри, сколько, бадья целая. Это уже месяца 2 висит. Тут даже семки проросли. Все проросло. Смотрите, семки проросли. Я подумала, лучок, думаю, о, лучок зеленый шикарный. Сожру Николя. Но на самом деле это жесть. Не, ну я жесть, я имею в виду к тому, что где вообще питались птицы. Вот так вот и делаем добро. Да. А то говорят, так они лучше булки съедят быстрее, чем вот эти зерна. Говорят, что нельзя кормить птиц этим хлебом, что типа забивается желудок. Ну поверьте мне, если бы мы положили здесь хлеб, то его бы уже не было через там пару часов. А это уже зиму висит. Ну что, красота. По крайней мере, тут машин уже нету. Потому что поставили шлагбаум. Наконец-то. Не прошло и одного видео даже. Быстро. А вот такая реакция. Ну вообще, пару дней реально мы после того видео и пару дней поставили. Просто в группе там уже люди жаловались. В группе нашей фузи люди жаловались. Ну кто-то вызывал страж Мейского, может еще где-то жаловались. И поэтому, я думаю, поставили. Это не мешает другим парковаться абы как. Ну короче, вообще горячие споры насчет вот этих парковок. Ну блин. Набирали. Если бы я тут жил, у меня под окном бы не хотелось видеть чужие машины. Когда тут не положено. Так, кстати, даже вот тут на тротуаре тоже нельзя остановиться. Я видел, как штрафы давали, мандаты. Я, кстати, сейчас после работы, сегодня суббота, и у нас очень хорошая погода. Нету солнышка, но погода отличная. Ну, для 2 марта, да. Да, шикарно. Вот Чупи нажрался своим Ой, вот Чупи все портит. Вредная собака. Но думаю, мы будем уже, наверное, прощаться. Да. То есть уже надо пора идти. Ну, я, кстати, в магазине была, посмотрите. Видите? Мы нашли в Лидле такой хлеб. Очень вкусно. Никогда не думала, что мне вообще понравится кирпичик. Но так как тут нету черного хлеба, приходится есть тут кирпичик. Он очень вкусный, житный называется. И он такой в Лидле, он кирпичик и немножко обсыпан мукой. Чупи. Близко. И обсыпан мукой. Вот если его увидите, он очень вкусный. Ну, такой хлеб везде есть. Может, по-моему, во всех магазинах и очень похожая цена, может даже такая же. Короче, вот кто соскучился по черному хлебу, это вообще потрясающе. Конечно, это не сравнится с бородинским. Ой, или как называется? Нарочанский. Нарочанский. Вот с ним не сравнится. Я вообще не думала, что я буду скучать по черному хлебу. Но иногда я почему-то даже скучаю. Приедут, если родители приедут, то, скажем, Нарочанского везите. Нарутович. Ладно. Ну, ладно, будем... На этом все. Все, прощаться. До следующих видео. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что были с нами. До следующих видео. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Ставьте подобайки и пока-пока.